приюте было мучительнее, чем в детском доме. Потому что в приюте за тебя никто не отвечает. Ну, приют тебя убил, господи, ничего страшного. А в детском доме за тебя отвечают. Эти две бедные девочки получили очень хорошую маму. А ты знаешь, что она пишет в тюрьме за повесть, сказку про котов? Конечно, знаю. Все говорили, это не 37-й год. А я не понимаю. И как бы не полиция первая вошла, а именно вот этот мужчина вошел, Следственный комитет. Пойти, господин военный обыск, мне дали подписать документы о том, что я убила Стелла Кацугарнези. Я подписал, что это была решение. Меня Лена Борисовна спросила, что опоздала-то? Я такая, ну, у нас был обыск. Она сначала типа такая, что у вас был? Что вы себе говорите? Вы вообще намерены бороться? А как? Это непростой выпуск для всех, для нас и для меня лично, потому что самое трудное для журналиста – рассказывать о том, кого ты близко знаешь, кто тебе дорог. 3 года назад героиней «Скажи Гордеевой» стала Женя Беркович, востребованный драматург, режиссер, приемная мама и моя подруга. Тогда я пошла на это, потому что мне казалось очень важным честно рассказать о том, что такое приемное родительство, особенно если твой первый ребенок – подросток. Я надеялась, что Женина история мотивирует и других взрослых не отделываться от сирот открыткой или сладким подарком на Новый год, но при этом отдавать себе отчет в том, что быть приемным родителем – это труд, причем иногда еще и неблагодарный. Тогда я была очень признательна Жене за готовность говорить честно и ничего не приукрашивая. Многие из тех, кто видел этот выпуск, были тронуты, а чья-то жизнь действительно навсегда изменилась. В мае 2023 года ранним утром Женю Беркович увезли на допрос в Следственный комитет. Позже выяснилось, что ее обвиняют в том, что в спектакле «Финист. Ясный сокол», который Женя Беркович поставила по пьесе драматурга Светланы Петричук, есть оправдание терроризма. С тех пор, то есть вот уже полгода, Беркович и Петричук находятся в СИЗО. Мы встретились и поговорили с теми, кто ждет Жениного возвращения, наверное, больше всего. Женина бабушка Галина Львовна в Санкт-Петербурге, ей в феврале будет 90. И Женина приемная дочь Кира в Москве, ей 17. Что она вам рисует? Что это вот там такое? Какие-то мышки? Это... Вот это? Мышки. Это комнаты, это всякие комнаты. Вот, но это кошки. Она нарисовала, вот. Сейчас я даже... за 4 дня она это нарисовала. За 4 вот это все. Это она нарисовала Ане, видимо, но добрая для Ани, а это Кире с любовью. Вот. Это я вот заявление написала. Я Кира Беркович Маговедовна. Ну, я знаю, что с ошибками. Прошу вернуть нам нашу маму Евгению Беркович Борисовну. Ну и телефон, ну, и телефон тоже на базу. Ты моя рыбка. Ты себе представляешь какой-нибудь такой день, когда она вернется, что будете делать? Даже сама не знаю. Но она вернется. Мы, конечно же, все будем рады, это понятно. Но я буду счастлива. Еще счастливей. Вот. Смотрите, я вам пока Женькину книжку дам. Кусочек. Вы читали уже полностью? Нет, мне только кто-то читал по мобильнику. Кусочек какой-то. Женя мне всегда говорит, как их хорошо кормят, как ей много красивых одежек присылают, как там прекрасно. Я только это слышу. А здесь... В книжке. То, что нехорошо. Все какое-то грязное, неудобное. Это ворона и кот тоже. Все какое-то, очевидно,
искала выхода то, что ей не нравилось. И все это пошло сюда. А ты знаешь, что она пишет в тюрьме, не знаю, повесть, сказку про котов? Конечно, знаю. Там иногда бывают взрослые шутки, которые мы не понимаем. А иногда детские, наверное. Ну, в целом, понравилось? Конечно. А там кто? Кот, конечно. Вот, конечно же, там какая-то ворона, там какие-то всякие у них истории, что кто-то подошел. Там еще и рисунки же. Она очень прикольно рисует. Ну, сюжет тебе нравится? Иногда мне интересно, когда там что-то всякое для взрослых, которые не поймут. Вот, иногда интересно. Жизнь сама сказала, типа, если вы что-то не понимаете, просто не парьтесь. Мы не паримся. Однажды Катан подслушал разговор двух женщин на прогулке. Та, которая помладше, жалобно повторяла: «У меня стадия отрицания. Никак не могу поверить, никак не могу принять, что я здесь». Так вот, у белой вороны Ирчи стадия отрицания наблюдалась в полную силу. Она категорически отказывалась понимать, что находится в тюрьмяу. Вы закончили свою книжку про кошек? Нет, еще. Нет? Вот, часть 3 началась, последняя. Уже третья часть? А как называется? Секрет? Мы еще думаем. Ну, пока называется питомцы. Потому что так называют и привлекли, оказывается. А, да? Ну, питомцы. Первый раз слышу. Да. Я вас забуду. Дальше бы разведал, понимаешь? Сколько вам лет? Мне через 5 месяцев будет 90. Нравится вам ваш возраст? Пожалуй, да. Я свободный человек. Я читаю. У меня внизу библиотека в соседнем доме. Хорошая библиотека. У них там есть такие стенды, где все это записано. И колоссальное количество книг. Я недавно, год тому назад приблизительно, почистила мою библиотеку, которая в соседней комнате. 7 коробок книг упаковали. Но это не значит, что там что-то стало... Понятно, что я убрала книги. Там столько же, сколько было, столько и есть. Я родилась в Ленинграде. Отец у меня был военный. Вот мама и отец. Мама у меня была педагогиня. Я ничего из педагогии не знаю, потому что в 1935 году объявили педагогию наукой мракобесов и разгромили ее полностью. И педагоги ушли в медицину и в педагогику. И туда, и туда. Мама была учительницей русского языка и литературы, хотя не готовилась к этой специальности. А отец из очень бедной семьи, с черты оседлости. А мама родилась в таком маленьком городке на Украине, Золотоноша. Я родилась 5 февраля 1934 года. Дожила в любви и неге до 4 лет, а потом был 1937 год. Отец был начальником политотдела танковой бригады армии Блюхера на Дальнем Востоке. От этой армии не осталось, по-моему, вообще ничего. Мама пыталась потом узнавать,
что было с отцом. Ей сказали, что их держали до 38-го, по-моему, года, когда были уже разрешены пытки. А потом кто-то ей сказал, что их замученных в сопку всем штабом выставили и постреляли из пулеметов. Мама пошла узнавать, что с отцом, она не знала. У меня 2 кусочка бумаги когда умер отец. Извещение о смерти. 37-й и 38-й год. Причина смерти неизвестна. И когда мама пошла узнавать, что случилось, потому что был обыск, а при обыске нашли деньги, которые он получил, последнюю получку свою, которую он не успел матери отдать, и наградное оружие, которое ему за хорошую службу давали. И какой-то начальник, к которому мама постучалась, закрыл дверь на ключ и сказал ей: у вас 2 крохотных девочек, потому что родилась в 1937 году моя сестра. Мой вам приказ: больше после меня никуда не ходите. Берите девочек, и чтоб вас здесь не было. Мама быстренько собрала какие-то вещи, нас 2, купила билеты на поезд, и мы удрали с Дальнего Востока, потому что маму должны были арестовать, как это называлось? Жена врага Жена народа. врага народа. Неделю мы ехали с Дальнего Востока. Я помню хорошо, как это было. Мне было 4 года, я была уже нормальным человеком. На остановках с Таней маленькой выходили на перрон гулять, потому что ребенку нужен свежий воздух. Мама стирала Танины пеленки в раковине. Ехали мы неделю. Приехали в Москву, где жили мамины братья и сестры, и пошли узнавать опять, где отец. Дальше входной двери нас никто не пустил. И так все и осталось. Слушай, ну тут на самом деле это странная штука, потому что мы, правда, находимся немножко в другой реальности, где другое, например, вообще понятие времени. Мы по меркам СИЗО сидим очень немного, но эти свидания нам дали, звонки дали супер быстро. Я реально, когда первый раз вот это услышала, пока вот спросить сама стука, там все, да, говорит, недолго, там было 2, что ли. Вот когда я это первый раз услышала, я, значит, что же все пережил? Вторая часть. А там это, ну, мы вообще все салаги. Вот реально сложно было. Это очень сложно объяснить вот так, через. Не в смысле, что это хорошо, не волнует. Все очень ниже. И это начинает казаться нормой. Ну, даже нормально, с одной стороны, ты все время тратишь силы, чтобы не впасть в депрессию, любиться и сохранить культуру юмора, а при этом
нужно помнить, что это все не норма, ужасно, мы себя делаем несправедливость. А тогда начинаешь биться головой об стену. И мы находимся в экстраординарных, несправедливых и очень неожиданных условиях. Поэтому лично я привыкать к этому не собираюсь. Оправдывать это правда для себя. Вы на одном свидании, да, были? Да. Как это было? Волнительно. Надо ждать. Все очень медленно было. Потому что ты как бы ждешь, вот главный вход, как бы там нужно по два человека, а нас было 3. И как бы Коля объяснял, а нас тут 3, как бы это, сказали, давайте, захотите уже. И все. Показываешь паспорта, даешь телефоны, портфели, все в шкафчик. Как в магазине есть специальные отделы. Вот. Проверяли напитки, обувь, одежду, все проверяли. Говорили, заходите в эту комнату, ждите. Я думала, там улица будет. Вот, как бы там очень много людей было. Какие-то на свиданку, какие-то адвокаты были, в общем. То есть это здоровая комната, и там много столов, получается? Нет, это комната, где люди стоят, и вот которые на свиданку уже идут. Вот. Аня все не терпелась. Такая, когда уже? У меня... Ой. Вот. Когда все люди уже собрались, проходим. Мы идем, спускаемся, я поднимаю голову вверх, у них флаг стоит. Я думаю, они что, тоже, что ли, по понедельникам равнение на флаг? Все, слушаем гимн Российской Федерации. Просто на школе так. Я первая зашла, как бы я проглядываюсь для топля, и там в конце Женя сидит. Я побежала, такая, Женя, это Женя. Вот, потом уже и Коля, и Аня подошли, вот. И мы стали разговаривать, сначала мы типа, привет, как бы смущаясь, потому что давно не виделись, а потом как разговорились только, вот. То есть можно было и потрогать? Не было, это ж стекло. Через стекло общались. Там какие-то были маленькие, где только 1 человек может, а там еще было 2, где 2 человека, а нас было 3. Слава богу, что там где-то еще стул стоял. В общем, говорили. 2 часа прошло, мы 2 часа разговаривали. Повезло. И ушли. И также опять ждали очень долго. Опять по 2 человека должны зайти, опять все проверить. Хотя я понимаю, что мы могли с той комнаты взять, где мы общались, что мы оттуда могли взять. Только что было, бутылки, бумаги и все. В общем, они также нас проверяли, но нас первые пропустили, мы слишком хотели в туалет. Вот. Как она выглядела? Радостная. Не ревела? Нет. Что вы обсуждали? Да много что обсуждали. Что как у нас учеба, что как коты. В обычной жизни как часто Женя сюда приезжала? Во-первых, она звонила все время. Во-вторых, она очень чутко видела, что мне нужно. Вот это ее. Мои кроссовки Женины. Еще всякие вещи. И потом мы не можем наговориться, когда она приезжает. У людей в Тюрмяу есть фамилии, имена и отчества. Именно в таком порядке. Есть число, месяц и год рождения, есть номер статьи и номер уголовного дела. У котов в Тюрмяу, как мы помним, имен нет вовсе никаких. Незачем. У крыс в Тюрмяу имена из турецкого сериала. Красивые, сложные. А у тараканов в Тюрмяу есть только фамилии и должности. Раньше тараканы брали себе фамилии адвокатов, особенно тех, кого питомцы Тюрмяу поминали добрым словом. Но тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть от удара тапком, преследовали адвокатов не реже, чем прокуроров. Мы вернулись сюда, потому что здесь жила старшая сестра мамы, которая уже умерла. Мы жили в ее квартире, в огромной прекрасной комнате на улице Марата. А у мамы не было еще и работы, потому что она же была не по той специальности. И вот нашелся человек,
который взял ее на работу в школу, зная, что она не учитель русского языка и литературы. Мама до самой пенсии ходила в Институт усовершенствования и слушала лекции всяких там хороших учителей, которые умели научить других, как хорошо преподавать. Иногда даже эти лекторши, которые читали, говорили: «Михлина, вы же уже это слушали, зачем вы пришли?» И мама говорила: «Ну, я думала, что, может быть, что-нибудь еще хорошее я услышу». Мама простила советской власти, Сталину, то, что произошло с вашим отцом? Никогда. Никогда. И она никогда больше не была замужем? Нет. Она вышла замуж очень немолодой. Меня родила, когда ей было 34 года, а Таню 37. Таня как раз родилась в том году, когда не надо было рожаться. Отец был удивительным человеком. Его посылали туда, где была провалена работа. Он налаживал все. После чего его переводили в другое место. Мама ездила с ним, когда меня еще не было. Вообще, она прожила 92 года. Из них 5 лет с любимым человеком. Мы с Таней как-то стали говорить об отце и говорили о нем как о ушедшем давно. А мама слушала и вдруг говорит: а он не умер. Я ложусь спать и говорю: спокойной ночи, мой любимый. Встаю утром и говорю: с добрым утром, мой родной. Он реабилитирован? Очень интересно реабилитирован. У меня есть все бумаги, все документы и даже книжечка реабилитированного есть. Я ничего не знала, что с отцом случилось. Потом была война. Я почему-то думала, что он воевал. И, конечно, погиб, как и полагается, на первом краю. Потом я кончила 7 классов, потом стали думать, куда меня девать. Любила литературу, была совершенно грамотная. Иногда мама приносила мне тетрадки учеников своих и просила проверять, зная, что я не пропущу ни одной ошибки. Ну и решили педучилище. И в педучилище меня стали уговаривать в комсомол вступать. А я почему-то не вступала, хотя об отце не знала ничего. И я решила, что перед тем, как вступить, я должна с мамой посоветоваться. И я, когда заснула Таня, я говорю: мама, ты знаешь, меня уговаривают вступать в комсомол. Расскажи мне, что с отцом было. И мама мне рассказала.
что единственное обвинение, которое было за отцом, потеря бдительности. Как это так? Он отвечал за политическую линию, а у него исключили из партии начальника. Больше никаких обвинений не было. Меня принимали в 4 разных организациях в комсомол, так полагалось. И каждый раз я должна была говорить, что у меня отец. Я не говорила враг народа, я не думала так, что у меня отец в свое время, значит, репрессирован. И каждый раз мне совершенно равнодушно говорили, дети за отцов не отвечают. В какой момент вы обе поняли, что все, что происходит, это реальность, это не сон никакой? Потому что понятно, что в какой-то момент было ощущение, что так не может быть. Да не было. Я вообще не думала, что нас разговаривали. Ко мне подошли в аэропорту и сказали, что я задержана за пешки несчастный сапог. Я смеялась. Вообще я была уверена, что это что-то за абсурд вообще. Но уже как день более реально становится. С момента, когда я поняла, что дети в курсе, где я, и взрослые, честные взрослые, дети, у меня дальше все было более-менее. До этого спасибо, во время обыска мне не дали подписать документы о том, что я убила Сирила Катю Горбейку. Я подписал, потому что это была такая жизнь. Ну, то есть, там, реально я одной рукой держала одного ребенка в истерике, с другой другого ребенка в истерике, третьей рукой пыталась не дать убежать с котам, ну и как бы, а четвертый пытался деться. Потом все, поехали. Я там 2 часа ночи, нас развели по разным камерам. За мной, когда дверь закрылась, тогда что-то стало происходить, потому что я не спала где-то часов 60 к тому моменту, и уже плыла очень сильно. Вообще, как это все происходило? Как ее забрали? 4 мая? Да. Как вообще все произошло? Ну, в общем, как бы я встаю по будильнику, как всегда, иду мыть голову. Женя пошла курить. Мы 3 мая чуть-чуть поссорились, а утром мы даже успели помириться. Вот. Все, она пошла спать. Я пью чай с печеньками. Вдруг слышу звонок в двери. Думаю, какой идиот, извините, в 7:30-31 будет стучать. Я сразу передо мной все друзья, типа Влад, Ваня, кто еще мог? Я подхожу, смотрю в глазок, полиция стоит. Я подбегаю к ней, говорю, Женя, там полиция, перепутала милицию с полицией. Она говорит, не открываем. Они дальше трезвонят. Женя, короче, подошла, открыла, такие, здравствуйте. Там было 3 мужчины, 1 женщина. И как бы не полиция первая вошла, а именно вот этот мужчина вошел, Следственный комитет. Типа, здравствуйте, что-то они там сказали, как бы я не очень сильно обращала внимание, потому что я уже торопилась. Я вот только хотела уже уходить, как бы, и спрашиваю, а вот она несовершеннолетняя? Говорит, да, несовершеннолетняя. Аня еще спала. Женщина стала говорить, вы обвиняетесь что-то том-то, 10 апреля что-то года, что-то такое. Я не расслышала. Был как бы шок, потому что к нам еще так никогда не приходили. Все вместе, и полиция, и Следственный комитет, и еще какие-то. Тут была еще женщина, она старше по подъезду, какая-то соседка, которая приводила своего внука в детский сад. И, типа, вы будете по интернету? Когда? Давайте. Вот. И Женя как бы с ней поздоровалась. А соседка, которая, главное, по всему этому, как это называется, подъезду, она даже с ней не поздоровалась. Но мне так на секунду показалось, что это какое-то предательство было. Потом они решили у нас забрать телефоны. У Женьки сразу забрали, у нас с Аней не сразу. Я пошла в туалет, закрылась и написала Марете. Звонила, не получилось. Скажи, Марета, быстро приезжай, у нас полиция, все. И оба они стучат уже в дверь, говорят, можешь открыть? Я такая, нет, не могу, извините, плохо мне. Вот. Потом мне пришлось открыть и... Ой, не буду их обзывать, ладно.
В общем, они не додумались. У нас есть машинка, и там есть такая полочка, и там есть такая маленькая дырочка, куда я засунула свой телефон. И они долго искали, очень долго искали. Я туда просто пихнула. Вот, потом я сказала, ладно, давайте его. Я достала, включила. Вот они стали спрашивать, какой пароль. И там был один мужчина, который был нормальный. Он типа, давай, пожалуйста, вспомни, у нас времени очень мало. Я такая, у меня тоже времени очень мало, я опаздываю в школу. У меня в этот день был концерт, как бы в школе. Я в нем играю. Ладно, не решила я уж там их подставить, конечно. Ну, пришлось мне, в общем. Этот мужчина приходил, уходил, и женщина все спрашивала. Они такие, нет. И все-таки мужчина, короче, терпение у него кончилось, и он решил у меня отобирать. Вот. Я же не зря в цирке занималась. Год, что ли, вот. И научилась как бы жонглировать, еще как-то фокусы делать. Как, короче, с этим телефоном что я только не делала. И фокусы показывала, и как-то прятала быстро. Ну, короче, забрала у меня, вот, я стала чуть-чуть плакать. Мошенник! Вот. Успокоилась. Потом у Ани решили забирать. Ой. Вот. И Аня тоже стала кричать, вы мошенник, идите отсюда. Вот. Короче, они забрали, ноут забрали, упаковали какой-то в черный пакет, подписали что-то, попросили чехол снять, чтобы понять, что это за телефон. И я пошла в школу без музыки. То есть ты все равно в школу пошла? Да, ну а как еще? Было очень сложно, было правда очень сложно. А Женя еще здесь? Да, Женя еще здесь была, вот, и как бы мы отыграли все. Я даже забыла заявление, которое мне Женя писала, чтобы меня отпустили вот после вот этого всего. Но никто не знал, что такое будет. Вот, и меня Лена Борисовна спросила. Да, учительница? Да. Я такая, подруга моя, ты все опоздала-то? Я такая, господи, ей врать тоже было бессмысленно, она бы все равно бы как-нибудь узнала. Я такая, у нас был обыск. Она сначала типа такая, что у вас был? Ну, типа обыск. Я вам не смогла ответить, она мне правда тоже звонила. Она мне звонила тогда, когда у меня уже забрали телефон, все. А я пыталась Марьете тоже дозвониться. Я такая, можно, пожалуйста, с вашего телефона дозвонить Марьете? Она такая, конечно, да. У нее был номер, когда Женю забрали, когда 24 февраля вот все началось. Я позвонила Марьете, такая, Мария, у нас вот это вот произошло, Женьку, наверное, забрали, не знаю. Несколько раз звонила, спрашивала, что как было, потому что у меня у самой был шок. Потом я приехала домой, мне Лена Борисовна дала деньги, чтобы я купила кнопочный телефон и симку вместе с ним. Вот, приехала домой, было все пусто, тишина была. Потом я сначала хотела у женщины спросить, можно позвонить с вашего телефона. Потом я пыталась еще купить телефон, сказала, вам сколько лет? 17. Мы не можем, извините. Вспомнила, что у меня сестра, которой 18 на тот момент было. Но мы с ней пошли, просто купили, позвонили, вот. Ну и вот ждали. Приехал Коля. В этот день мы очень хотели есть, вот, и все время напоминали, а будет колбаса, а будут сосиски, вот. А потом приехала опека, Лидия Юрьевна, посмотрела все, как мы живем. Вот. Потом приехала Мария, собрала все документы, которые нужны, и все, и поехала. Котят уложили на тихий час, и Катан готовился петь колыбельную. Почти все дети были белые, рыжие или бело-рыжие, поэтому котячье лежбище похоже было на большую волосатую яичницу. Было, конечно, и несколько серых полосатых. Детки питона, не иначе, и такие же наглые. Впрочем, питон сам был с рыжинкой. А какая разница? Котята и котята, все свои. В ночь большой травли уж точно. Где вы были, когда война началась? Как только начали бомбить Ленинград, стали увозить детей в эвакуацию. Учителей школьных обязали ехать с ними и быть преподавателями где-нибудь в Сибири.
И мама поняла, что нас надо увозить. И меня, и сестру, и всех детей, которые... И мы поехали с интернатом. Вначале мы были в Ярославской области. Поезд не бомбили. Была длинная и очень неприятная дорога, но мы вмерзли в лед напротив Казанского Кремля. По льду к нам подвозили молоко, хлеб, и мы там жили. А потом никак не могли найти для нас, куда нас можно поместить в Казани, в Татарии. Потом, наконец, приехали лошади с санями, нас туда положили, закутали вот так и повезли 200 километров от Казани. Такое маленькое селение Старые Тлянчи. Мы там прожили 4 года военных. Электричества не было. Была только коптилочка. Вот такая вот маленькая. В 3 километрах от нас был районный центр. И там была библиотека. И время от времени в большом-большом мешке мы отправляли туда книги, а потом брали новые. И читали. Вот это было единственное развлечение. И мы 4 года вот так жили. А вернулись в 1945 году. И нам выделили маленькую комнатку, 9 метров, при школе. Мы там жили много-много лет. Жили все очень плохо. Смешно рассказывать. Нас немножко в школе подкармливали. Что это было? Брюква, которую вообще-то нормальные люди не едят. И вот в этой комнате 9 метров мы жили. Очень много лет. Меня из этой школы уже муж забрал. Кусок комнаты нам отгородил свекор. Днем мы раскрывали эту занавеску, и была большая комната с 2 окнами красивыми. А ночью закрывали 8 лет. Это свекровь. Слушайте, ну я мало встречала женщин, которые держат портрет своей свекрови на главном месте. Мы с ней были друзья. Когда я уже начала работать в школе, она ждала меня и слушала мои рассказы. Ты можешь вспомнить день, когда вы с Женей познакомились? Это был Дзержинск, это был, господи, какой-то год, 2016-17. Это была осень, наверное, ноябрь. Я встретила Женю, Мариэту, как все, Ярослава, Никиту, Юлю, Олега. До сих пор их помню. Нам выдали футболки с арт-лабораторией. Я помню, тетради были, ручки были. Ну вот, и мы стали заниматься. Жене и Мариэте сразу понравились. А что вы делали? Господи. Ой, мы как бы... Как сказать? Вот, например, есть песня, вот ты ее поешь, а мы как просто рассказ, просто словами, не петь не надо, ничего просто, но еще что-то и ставили. И следующая уже какая-то другая песня, кто ее другой поет, кто ее знает. Вот. Потом нас, я помню, записывали на камеру, мы брали наушники и слушали любую песню. Все пели что-то там какие-то эти, а я пела «Едем, едем в соседнее село». 2 раза записывали, потому что сначала что-то там не было, потом что-то я потом не пела, а потом я запела. Но когда
уже все всем показывали, я стыдилась, потому что я могла шеей шевелить и туда, и сюда, как-то вот это. Вот, я почему-то стыдилась. Вот, и тогда все покраснело. Сначала показывали в детском доме, а потом поехали в Нижний Новгород уже вообще. Я вообще не думала, что Женя нас когда-то заберет, но я когда-то хотела. Когда они уехали, все, у нас все закончилось, все это. Это вот то, что было как-то фестиваль. Да, фестиваль арт-лаборатория, вот. Я думала, что вдруг когда-нибудь чудо совершится, я буду ее дочкой, что вдруг я когда-то не буду жить. Вот, и так случилось. А ты сколько в детском доме времени вообще провела? 4 года. С 9. Ну, очень много. Вот. Но в приюте очень мало. Но в приюте было мучительнее, чем в детском доме. Потому что в приюте за тебя никто не отвечает. Ну, приют тебя убил, господи, ничего страшного. А в детском доме за тебя отвечают. Котята угнездились, Катан запел. Спи, малышка меховая, спи, мой мальчик шерстяной, лапой звезды закрывая, сон крадется за стеной. Мир людей давно в отключке, ночь летит на всех парах. По решеткам, по колючке, по бетонке во дворах. Нам сказали, ну вас никто не сможет забрать, кроме Жени. Я с Женей была знакома, я согласилась, сказала, да, конечно, к тебе поеду. Вот. С Аней было сложно, она ее вообще не знала. Типа, что неизвестный человек такой, почему он меня забирает, где Лена? Вот. Лена, это приемная мама, Да. у которой вы жили до Да, этого, да. которая заболела. Вот. Не орите, ладно вам, все папы на виду. Я пока за главного, я отсюда не уйду. Как тебе Женя все это сказала? Ну, как бы, смотрите, есть небольшой выбор. Ну, или вы здесь остаетесь, или давайте вы все-таки ко мне поедете, потому что, ну, как бы это лучше. Но нам сначала сказала работница всего этого приюта, типа, к вам Женя приехала. Я думаю, какая Женя, какая Женя? А, Женя Беркович? Я говорю, да, вот тогда приехала. Вот, я помню, она вроде приехала в белом платье, как я помню. Вот. Тяжко было в начале жить? Конечно, тяжко было. Господи, и ссор, ой, что только не было. И вызов в школу. Столько вызовов было в школу. И с Аней было сложно, ну, как бы из-за всего. Читать не хотели, писать, ну, много что мы не хотели делать. А потом привыкали. У меня, ну, знаешь, это... Как это? Сначала ты страшно переживаешь, когда ты понимаешь, что твои дети не прочтут Достоевского. Потом ты страшно... Они не прочтут Достоевского. Ну, неизвестно. Потом ты страшно переживаешь, что твои дети не прочтут Карлсона, а потом ты страшно переживаешь, что твои дети не прочтут надпись на бутылке с твоим шампунем за 8 тысяч, и снова им, значит, помоют ванну. Ожидание просто... Это путь к снижению ожиданий и к абсолютному, ну, к такому дзену. Ну, типа, ну, ничего. Ну, типа, ну, это что, я хотела в них там за первые, значит, 3 месяца впихать вообще все. Математика, я рыдала на какой-то комиссии, ребенок не знает, сколько дней в неделе. Ребенок... Это сколько лет было ребенку? Ну, вот год назад это было, там, 14 исполнилось, что такое. Как это, с кем мы воевали во время Второй мировой? Мы же только что посмотрели, иди смотри, и обсудили все, что можно про Холокост. А она говорит, русские воевали с русскими, просто одни русские были плохие, другие хорошие. Чего ко мне Ну, а что, в фильме пристали? все по-русски-то говорят? Ну, да. А как бы человек до там 13 лет, в принципе, не знал, что есть разные страны, в которых говорят на разных языках. Вообще концепции такой не было. Подожди. Не-не-не. Да, я достану. Катя, я достаю это прекрасно линейкой. Это мы на даче в Зеленогорске. Это Женя, это Маша. Женя и Маша проводили у вас в доме огромное количество времени. Это правда? Значит, начать с того, что из родильного дома их привезли сюда. Я тогда еще не могла 2 кроваток найти, потому что не было тогда. Тогда для детей ничего не было, и кроваток не было, и ванночек не было. И выдавали талоны.
И на Невском проспекте, рядом с кинотеатром художественным, был специальный магазин для новорожденных. Я туда пошла, и со мной пошла еще дочь моей подружки, которая недавно родила и поэтому знала, что и как нужно покупать. У нее был за спиной рюкзак. Вот этот рюкзак мы заполнили. Мы покупали там для 2 детей. Принесли сюда, и тут я спохватила, что еще не купили рубашечки с длинным рукавом, чтобы надевать этим малышам. А все же нужно было выстирать, потому что неизвестно, кто их шил и какими руками трогал. Поэтому я быстренько стала их стирать. И тут открылась дверь, и вошла, значит, Лена и кот Никифор, мы его называли, Нина Семеновна, и принесли 2 девочек. А у меня была только 1 кроватка, потом достали 2 тоже. И в той комнате стояли около книжных шкафов вот так вот 2 кроватки. Вот так я начала их, девочек, учить. Я очень не хотела, чтобы они были похожи друг на друга. Начать с того, что Маша черноглазая, а Женя голубоглазая. Волосы не такие, совершенно не похожие. И Женя похожа на меня. Кот брел и, чтобы успокоиться, пел свою любимую вольную песню. Сам написал. По-кошачьи звучит куда мелодичнее, но нам придется довольствоваться переводом. Не знают вольные коты тоски по дому. Эх, про меня забыла ты, ушла к другому. Несутся кони по степи, врачи над пашней. Его ты больше не люби, ведь он домашний. Катан не был до конца уверен в строчке про врачей, но уж больно хорошо рифмовалось с гнусным воображаемым домашним соперником. Врачей-то он знал, они в медчасти работали. Летать не летали, но он точно слышал, как весной все радостно говорят: врачи прилетели. У нас же был большой отпуск. Я снимала дачу, и я подолгу жила на одном и том же месте, по 7 лет. В Шапках мы жили, в Зеленогорске мы жили. Дети были со мной. И когда у меня спрашивали, а когда дети заговорили, я говорила, вот точно я скажу. Я читала однажды в Шапках, а дети еще с трудом ногами ходили. И я чувствую, что я уже все, не могу, устала. Я положила книгу, которую читала, вот так вот на кресло, в котором сидела. И из соседней комнаты на четвереньках выползла Маша. Посмотрела на это кресло, подняла палец и сказала: «Кига!» Вот это, я считаю, начало речи. Потому что там мама, папа, дай, биби, это все ерунда. А вот она сказала «Кига». Сколько книжек ты прочла до того, как ты стала жить с Женей? Вообще? Да. Очень мало. Вообще 1, наверное, и то. Так. Сколько книжек ты прочла с Женей? «Тайну Коко»,
«Вафельное сердце», «Майский жук летает в сумерках», «Пеппи длинный чулок». Не могу сказать, потому что какие-то были такие, типа, маленькие, можно было прочитать, а какие-то были большие. Но Аня один раз прочла вот такую большую книгу. Называлась «Одна страница», вроде, ей так очень сильно понравилось. Я каждый раз утром вставала, она ее каждый раз читала. Я сама в шоке. Она вроде не любит читать, а прочла вот такую книгу. «Одна страница». А из всего того, что вы прочли, что тебе больше всего понравилось? «Вафельное сердце». Подожди, она вам вслух читала? Конечно, еще, да? конечно. Она такая, давайте вы. Если Аня ленилась, такая, ну, Анечка, ну давай. И Аня такая, ну туда, она пошла, ля-ля-ля, тополя, вот это вот все. Да, я как бы читала. Мы ее читали на Мальдивах. Вот, каждый раз вечер, Виктория куда идет, давайте почитаем. Минуточку, вы были на Мальдивах? Да, второй раз. Расскажи про Мальдивы. Ой, там так жарко, там так прикольно. Там так спокойно, не то, что у нас здесь. Там, если ты на остров приезжаешь, там не машины, там мотоциклы. Вот. Они не так гоняют, как у нас тут под окном. Все очень добрые. Вот. Вкусно. А вы были строгой учительницей? Знаете, я однажды стала думать, мне показалось, что у детей на моих уроках есть время между собой разговаривать и еще чем-то заниматься. И я стала думать, есть два выхода. Орать на них или строить урок так, чтобы им некогда было этим заниматься. И я иногда, когда шла пешком до школы, я переделывала уроки, которые я накануне запланировала. Я думала, неправильно я сделала. И когда я приходила в школу, я уже по-другому все это делала. Я очень любила всегда все рассказывать детям. А потом, когда меня случайно сделали литераторшей старших классов, и я столкнулась в 10 классе с литературой до революции. Мне пришлось перешагнуть через 30-е годы, и я говорила все, как было. И что вам за это было? А никто не знал, только мои дети. И они молчали? И они молчали. Это было единственное время, когда меня на перемене не выпускали из класса. Потому что надо было много рассказать. Вообще литература может изменить человека? Я не знаю. Последнее время что-то страшное делается в нашем государстве. Какое самое главное произведение русской литературы надо прочесть человеку до окончания школы? Лилю Лунгину. Лилию Лунгину? Да. Это все. Можно больше ничего не читать. Подстрочник. Можно больше ничего не читать. А что это должно быть? Подстрочник. Простите, что не написала сразу после суда. У меня после этих судов дней 5-6 серо-черно-грязная полоса. Лежу, сплю, ничего не могу и не хочу. Опыт показал, что это никак не зависит от того, проводить ли перед заседанием работу над собой на тему «Ни на что не надейся, ничего не жди, готовься к худшему». Готовься, не готовься, все равно неделю хреново, а потом снова ничего. Так вот, сегодня уже вполне ничего. Жалко, что тут нельзя в церковь ходить, когда хочется. Или хотя бы просто раз в неделю. Желающих много и выводят раз в месяц-полтора, не чаще. Я про это совсем не умею писать. И пока даже сама с собой не придумала, как говорить про веру, про церковь, про Бога. Никак особенно не пишу и не говорю. Только стараюсь все видеть, слышать
и чувствовать. Церковь – единственное доступное мне в СИЗО место, где на окне нет решетки. А это кто? А это сын. А, это сын. Женя с Машей папа, получается. Так, а здесь кто? А это праправнуки. О, боже. Чего себе. Боря уехал, единственный сын, уехал в Израиль с русской женой, прекрасной, моей любимой. И там они родили тоже 2 девочек. О, боже. Вот это да. Вот это все ваши внучки. Это все мои девочки. А почему вы не уехали? Вот у вас уезжает сын. Почему не уехали вы? Вы что же могли? А я русская. Я только так, по своим всяким вещам еврейка, а вообще-то я русская. У меня любимые девочки, они учились у меня, а сейчас они в Германии, в Норвегии, за границей. И ко мне приезжают, и мне звонят. И они все знают про Женю. Все знают. И я как-то говорила по этому телефону с Наташей, которая в Германии живет. Кончила говорить. Звонок в дверь. Пришел милиционер. Вы разговаривали за границей? Я говорю, да. Иногда у нас не работает этот телефон. Непонятно почему. Так что надо быть осторожными. Так почему вы не уехали? А я вам сказала, любимая мною из чтения это Пушкин. Я его очень много знаю наизусть. И я не могу себе представить жизнь с людьми, которые говорят на языке, который я не понимаю. Это про родину, да? Нет. Про любые домашние вещи. А родина это что такое? Ой, это одним словом не скажешь. Ну, хотя бы пригороды Ленинграда, тот же Зеленогорск. Маша уже была взрослая. Она, когда мы уехали оттуда окончательно, наша хозяйка, с которой мы очень дружили, продала свой дом. И на этом месте построили какой-то 3-этажный дворец. Когда разрушили это старое здание, там много щепок оказалось. А она где-то делала костер, и ей разрешили новые хозяева собрать щепки эти, которые можно потом где-то сжечь. Первое, что они сделали, эти хозяева, они построили колоссальный забор вокруг этого места, где мы жили 7 лет. И вдруг я, говорит, слышу за этим забором, кто-то плачет. Я открыла калитку, посмотрела, это Маша. Маша очень нежный человек, она очень привязывается к месту. И она приехала и пошла навестить нашу латифундию, где мы жили. И она на этой болотной улице, так она называлась, стояла и плакала.
Женя, а что вы сейчас читаете? Последний сейчас Джеральд Дар. Про животных, да? Да, это хорошая штука. Я перед этим читала, что опять что-то жуткое. Я дочитала его «Вечность золотой» и поняла, как меня Лебединка Ландинского района. В тюрьме вообще-то хреново. Но приходится быть на позитивчике, иначе крыша съедет. Изучаю местный фольклор, составляю словарик. Например, ездить в суд для изучения своего дела – это ознакомка. А женщины, которые сидят не в первый раз, называются краткие. У нас жарко, но терпимо. С девчонками подружились, с уборкой разобралась. В камере любовь, мир и покой. В тряпочках я разобралась. К телеку привыкла, и мы тут наладились, что и когда смотрим, чтобы все не офигели. Короче, тюрьма – это полный отстой. А люди в ней есть. Прямо люди. И питомцы, и сотрудники. Я их почти различаю. Особенно хороших. Женя строгая мама? Нет. Ну, в каких-то моментах да, бывает, а в каких-то нет. Но для меня нет. Мы обнимались, целовались. Вот. Мы все время, когда я ложилась спать или куда-то уходила, мы все время в щечку целовались, все. Вот. Как она совмещала свою работу и жизнь с вами? Если учеба, то она нам все ставила на стол, ну, и сама ложилась спать. И мы утром приходили, как бы все, поесть, все готово. Сырники мои любимые. Она делала очень вкусные сырники, меня научила. Чай, всякое, хлопья с молоком, ну, как всегда, йогурты, салаты из фруктов делала. Ну, все как надо. Вот, и даже с собой завтрашки давала. Если не был выходной, то мы могли в этот день куда-то пойти по делам, театр, какой-нибудь спектакль, еще куда-то. Какое, по-вашему, основное качество Жениного характера? Женя очень открытая и никогда не задумывается, как ей сказать, что она мобильная. Она все думает и делает быстро и правильно. И она, конечно, очень талантливая. А вы ей это говорите, что она талантливая? Нет. Она сама про себя это знает. Мимо прогрохотала тележка с обедом, потом с посылками, потом с ужином. К ужину Катан так устал, что даже не побежал за хосками клянчить кусок того, что здесь называлось плов. И очень хорошо, что не побежал. А то Ирча опять завела бы свою веселую «нет» песенку на тему «это плов». Вот у нас, у Амирчика, был такой плов, что мухи дохли от восторга и падали прямо туда. Катан смутно догадывался, что мухи в плове – это небольшой комплимент плову, но спорить у него уже сил не было. Слушай, когда я здесь была в прошлый раз, вы вроде пришли к тому, что ты ее называешь мамой. Но ты называешь Женей. Как ты ее называешь, мама или Женя? В третьем же лице мама. Или каком? Как бы моя мама сейчас придет, моя мама должна написать. А так я однажды ее назвала мамой. Я сказала: мама, я пойду гулять. Женя, я пойду гулять. Для меня это был шок, когда я назвала ее случайно мамой. Я не хотела, но просто, иногда вот так прорывается. Мам, я пойду гулять. А тебе со мной как больше нравится? Женя. Мне просто, непривычно. Если бы Женя меня бы забрала еще младенец, да, маленькая, когда я была, тогда бы я поняла. Мама, 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 мама. А так я не могу. Мама. Женя, Женя. Какой бы ты была, если бы не Женя? Каким-то, господи, пацаном, который не умеет извиняться, хамит всем. Каким-то гопником. Каждый раз материлась бы, вот это вот все. Вот. Который не любит учиться, не любит читать, ничего не делать. Как мама, она хороша? Очень. Да? Эти две бедные девочки получили в какой-то момент своей жизни очень хорошую маму. Я спрашиваю у нее: ты зачем едешь на Мальдивы с девочками?
Она мне говорит, ты посмотри на Киру, она же синяя уже. А что она мне вчера сказала по телефону? Кира так стала учиться великолепно. Вся школа в восторге. Все ее поздравляют, как она хорошо учится. И мне позвонили и сказали, как хорошо, как прекрасно. Я говорю, Женя, это она для тебя. Это правда, что ты стала хорошо учиться? Да. У меня 5 есть. Стала делать домашнее задание. Это бывает очень лень, но надо. Вот. И поведение стало лучше. Уже пора, господи, 9 класс. Ну, и чтобы она тоже не волновалась. У Жени было еще желание в Москве другую квартиру им и себе заодно организовать. Она считает, что они должны жить в отдельных комнатах, а не вместе, эти девочки. А с вами по вопросам воспитания девочек она советовалась? Нет, не советовалась. Она сама знает, как она нашла для Ани этот колледж. Это надо же. А там все прямо падают от того, как она это все любит и как она прекрасно работает. Я спрашиваю у Мариэтты, сможет она жить когда-нибудь самостоятельно? А Мариэтта говорит, исключено. А Женька считает, что сможет, потому что с ней же было очень плохо, она не хотела учиться, а сейчас все прекрасно. Прям лучше стало, да? Очень. Кем ты собираешься быть? Ой. Ну, пока я хочу пойти в колледж на автомеханика. На автомеханика. Потому что мне получается все чинить. Наушники Женя случайно починила недавно. Машинку, пылесос. Что такого сложного? Инструкция есть, собирайте. Вообще был план, потому что ты будешь артисткой. Ну, знаете, я пока не знаю, правда. Но пойду в колледж тоже на автомеханика. Но вдруг уж пойдет так, что буду не артисткой, а автомехаником. А можно кружок какой-нибудь там сделать на автомеханической базе театральной? Может, но вряд ли, что мне такое дадут. Чего ты не будешь делать из того, что ты делала, когда Женя выйдет? Уроки я вряд ли уже не буду делать, потому что я уже выпущусь. А читать... Мне сейчас тоже надо лень читать, но я читаю. Сейчас я читаю... Господи, как это? Нарнию вот это вот. Хроники Нарнии. Да, Хроники Нарнии. Я не успела сказать, что когда я была на даче, я прочитала всю Хроники Нарнии. Я не знаю почему, но в этот день как-то себя неприкольно чувствовала, и я не хотела ни смотреть телефон, ничего, просто читать. А ты бы хотела быть похожей на Женю? Да, мне так говорят, что я похожа на нее. Они за 5 месяцев видели ее 1 раз. Это разве мама? Она спросила у психолога, если вот сейчас их от меня оторвать, как это будет? А женщина ей сказала, надо, чтобы вы вот сейчас и пришли к ним, иначе будет плохо. То есть чем дальше, тем все это расхолаживает. Хотя за ними очень там следят. И Коля изо всех сил, сколько может. Мы один раз с Колей, и вот как раз пошли, это было 1 июня. Не аттракцион, как американские горки всякие, вот это, но там всякие лабиринты были, куда надо было что-то бросать, вот это было очень прикольно.
Когда у Жени бывают заседания суда, вы за ними как следите? Никак не слежу. Но мне с разных сторон сообщают главное, что еще на 2 месяца, еще на 2 месяца. Хотя прокурор этот ездил уже отдыхать куда-то. Что они могут рассказать, когда нет обвинения? Нет. Было бы смешно, если бы Женька всерьез терроризм оправдывала. Что ты думаешь про обвинение? Ну, то, в чем обвиняют Женю. Тупость какая-то. Даже в лагере. Я приехала в лагерь, там была вожатая. И она, я не знаю как, может, она узнала меня, может, ей кто-то сказал. Но она говорила, что это бред какой-то. Ну, какой-то бред. За спектакль посадить? Ну, что, серьезно, что ли? Сколько раз вы с ней в неделю сейчас разговариваете? 1 раз в 10 дней дает звонок. Вот вчера она звонила. Ну, буквально не о чем говорить. Потому что ничего не меняется. А письма вы пишете? Вначале писала. Женя мне отвечала, как ей нравятся мои письма. Одно из них было даже с юмором, хотя мне не очень хотелось. Не знаю, что может вообще повлиять. Женя написала в одном из своих писем: судебный процесс идет как дохлая черепаха. Если бы вы могли сейчас дать Жене совет, что бы вы ей сказали? Ничего, никакого совета не дала бы. Она все делает так, как нужно. Но это никому не нужно. У меня есть ее речь на суде. Я ее внимательно прочла. Вряд ли часто приходится им слушать такое выступление. Как вы думаете, когда-нибудь в России эта речь будет иметь смысл? Ой, наверное, так далеко, если это будет. Но судя по тому, что было в прошлом, не рассчитываю на это. Ну, вы отучили себя уже ожидать от каждого заседания какого-то решения, надеяться? У нас Женя отвечает за позицию на этот счет, потому что я, например, решила, что я никогда не буду соглашаться. Никогда не буду поддаваться вообще, ну, типа, ну, это же система, туда-сюда, понимаете? Но Женя обычно меня осаживает, мои надежды говорит. Правильно, молодец. Нет, мне в этот раз, слушай, мне тоже задолбало. Я столько сил трачу на то, чтобы заставлять себя ни на что надеяться. Я решила, все равно решения такие. Ну, может, я хотя бы перед этим как-то буду. Ой, сейчас будет что-то классное. Ну, потому что это тоже ужасно изматывает. А не обламывает? Да все равно обломимся, слушайте, но, по крайней мере, вы же должны как-то... Меня ждет шалево. Окситоцина немножко в мозг пускать, хотя бы ожиданиями, что это все... У нас традициями девушки делают шалево, когда я возвращаюсь, меня ждет. О продлении срока содержания под стражей в отношении Петричук Светланы Александровны 22 апреля 80-го года рождения, уроженки села Лебединка. Сначала меня очень все успокаивали. Знаете как? Все говорили, это не 37-й год. А я не понимаю вот этого. Я понимаю, что Женю расстреливать не будут. Но мне пришло в голову, что я могу уйти из жизни, не увидев ее.
И так, наверное, и будет. Вот никогда об этом не думала. Вы Жене по телефону рассказываете, как вы себя чувствуете, как вы переживаете про свое здоровье? Да, конечно, нет. Нет? Я из-за Жени стала гипертоником. У меня никогда не было плохо с давлением. Я и не мерила его никогда. У меня всегда было маленькое давление. Но я стала гипертоником. Я принимаю лекарства всякие от давления. И все. Бывает, вот сегодня, например, было 180. Что вы себе говорите? Вы вообще намерены бороться? А как? А как? Жду неустанно. Из всего того, что вот было в вашей жизни до того, как Женя оказалась в СИЗО, чего тебе больше всего не хватает? Сейчас? Ну, Жень, наверное. Чем Женя пахнет? Пахнет? Любовью, что она умеет любить. В чем, по-вашему, смысл жизни? Не делать людям того, что они не хотят. Жить так, чтобы оставлять какое-то пространство для того, чтобы люди смогли рядом с тобой жить спокойно и свободно. Ведь где-то есть простая жизнь и свет, прозрачный, теплый и веселый. Там с девушкой через забор сосед под вечер говорит, и слышит только пчелы, прекрасную из всех бесед. А мы живем торжественно и трудно, и чтим мгновенья наших кратких встреч, когда с налета ветер безрассудный чуть начатую обрывает речь. Но ни за что не променяем пышный гранитный город славы и беды, широких рек, сверкающие льды, бессолнечные мрачные сады и голос бузы еле слышный. Продлить срок содержания под стражей в отношении Кирпичук Светланы Александровны на 1 месяц 24 суток, Косёва Не орите, ладно вам, все у папы на виду. Я пока за главного, я отсюда не уйду.